Понимаю, что это просто одище. Это не вкусно вообще ни разу. Я не хочу здесь больше гулять. Базара нет. Это тусовка делийская. Привет. Что вы знаете об Индии? Итак, что в первую очередь приходит в голову? Наверное, нечто яркое, музыкальное и сумасшедшее, как болливудские фильмы. Или нечто острое, ароматное, в принципе, специфическое на вкус, как карри. Chicken curry. Но самое удивительное, что реальное Хари Кришна – это все вместе взятое, помноженное на 10. Космический Тадж-Махал в окружении мусора. Копеечные тук-туки из фанеры рядом с дорогими джипами. What? Брендовые люксовые магазины, рядом с которыми тут же спят люди в картонных коробках или вообще на земле. Наконец, это неописуемой красоты природа в обертке из такой же неописуемой грязи. Вот это и есть Индия, поразительная, противоречивая страна, от которой хочется рыдать. И далеко не только от счастья. Завариваем чаек, берем вкусняшки, ставим лайк этому ролику заранее, это улучшает пищеварение, и начинаем постигать контрасты Индии вместе. Ну что, мы пришли на самый древний чумовой рынок, который находится в Дели. Какой здесь антураж? Антураж такой, что просто разрыв кабины. Чтобы вы сразу почувствовали дух многомиллионного Дели, закидываю вас в настоящее пекло. Рынок Чандни-Чоук. Один из самых оживленных и древних районов индийской столицы. Готовьтесь. По ассортименту это, в принципе, все, что мы любим. Продается все. За любую цену. Spice Market нам предлагают, специи. Ну, может, потом приобретем. Но не точно в первый день. Вот, каждый рикша предлагает свои услуги. А что им, кушать-то всем надо? Вот тут маршруточка превратилась. 10-200 человек. Да какая разница? Везем всех. Лишь бы заплатили. Тут и кушают, тут и едят, тут и затариваются. Вот там какие-то вкусняшки кушают. Давайте посмотрим. Это патата, картошка. Немного сладкое, жареное в масле. Стритфуд наш. Всякие sweet potato продают. Из картошечки драники. Индийский манер. Но если вас даже эта картошечка не впечатлила, то, поверьте, были еще более специфические варианты. Мухами покрытый какой-то. С лимоном. Potato? Это патата. Объясните мне, нахрена нужна нечищенная грязная картошка? Ее нельзя в магазине купить? Что с ней делать? Есть вместе с землей, корешками и прочей нечистью? Не понимаю. Кстати, о моем первом знакомстве с великой и ужасной уличной едой Индии расскажу чуть-чуть попозже. Оставайтесь, там будет та еще жесть. Сори за мой взмыленный вид, в Индию мы отправились в конце сентября. Решили схитрить, переждали традиционный летний сезон нескончаемых дождей. И при этом не попали на самый туристический пик в ноябре-декабре. Однако платой за эту экономию на билетах стала невыносимая жара. Плюс 37 в среднем, которые среди бетонных блоков и пыли ощущаются еще тяжелее. Вот вам ювелирка. Насколько она соответствует действительности, вопрос риторический. Мне кажется, отвечать на него абсолютно не нужно. Вот эти вот прекрасные рикши, которые есть в разных комплектациях. Пассажирские, грузовые, маршрутные. Вот пытается объехать быстрее всех мопедик. Прекрасно. Вот дети попрошайничают денежку. Вот, таких много, и сказали, что лучше не обращать внимания, потому что скорее что-то стащат. Липкие разводы на асфальте, лужи, вечно пристающие торгаши, орущие водители тук-туков. Ну разве не прелесть? О, Индия, кто тебя такой выдумал, блин? Но в этом колорит какой-то невероятный. В моих видео я постоянно повторяю это слово, но я именно ради этого и езжу. Я езжу ради того, чтобы почувствовать запахи, краски, лица людей и вообще понять, чем живут эти люди.
Потому что у нас куча стереотипов, связанных, что это только чикен, карри масала и прочее зита и гита, а на самом деле здесь мир куда более обширен и интересен. И мы его познаем, и я вам все об этом показываю и рассказываю. Вот она местная еда. Лепешка, нан, бачроти. Это кебаб, который больше похож на люля, и чикен карри. Типа не спайси, но не знаю. Сколько этим товарищам не говори спайси, не спайси, это вообще не играет роли. Это просто становится чуть менее жгучим, чем обычно бывает. Лайфхак – это пить газировку. Здесь находится пепси, у них еще кола. Когда ты запиваешь это все газировкой сладкой, я терпеть не могу газировку, но в таком сочетании это работает нормально. Он карри, он считается как карри, да, но он типа butter, то есть он в масле. Соус представляет из себя смесь китченеза какого-то местного, томатов, какой-то аджики и чуть-чуть сливок, курица. 4 чикен карри из 5. Нормально. Есть можно, потому что то, что мы ели до этого с утра, это было просто что-то с чем-то. А это был настоящий гастрономический нокаут, в плохом смысле этого слова. Нам в отеле, вот, кстати, он, предложили шведский стол на крыше кафе. Звучит круто, согласитесь, но все пошло не по плану. Мало того, что вид с этого руфтопа выходил на облупившиеся фасады соседних зданий и мусорные эвересты, так еще и завтраком оказалось ассорти из 2 видов острой коричневой жижки и вырвиглазно-сладкого киселя. Гудбай, желудок. Какие-то индийские специи называются. Потом еще не раз мы наталкивались на нечто острое, веганское, по консистенции напоминающее... Ай, да сами найдете подходящие несъедобные сравнения. Конечно, есть в Индии и адекватная, более знакомая еда, но ее еще надо постараться найти. Люди, я дождался нормального человеческого завтрака. Ладно, он был из омлета, но тут еще даже кашу подают, вы представляете, а? Мы спасались рыбкой на гриле, фруктами и лапшой вок, но в целом по еде лично меня Индия разочаровала. Если у вас другое мнение, пишите в комментарии. А самое главное, у индусов есть какая-то суперспособность. Они умудряются знакомые глазу продукты сделать абсолютно невкусными. Ну что ж, продолжаем нашу рубрику. Съесть еду в Индии и не умереть от остроты. Вот нечто такое подают. Кстати, небольшой дисклеймер, объяснение, предупреждение, как угодно называйте. В общем, цель этого ролика — показать контрасты Индии и попытаться передать общие впечатления об этой удивительной стране. Так что не нужно говорить, что я забыл какие-то достопримечательности, не рассказал о каких-то маршрутах. Такой цели у меня не было. Смотрим дальше. Вот казалось бы, что может быть плохого просто в рисе, просто с курицей? Но как показывает практика, все может быть плохо. А может оказаться все хорошо. А может оказаться хорошо. Например, картошка в кляре очень даже неплохая. Давайте попробуем самое странное, что здесь есть. Это маринованная манго, которую я проанонсировал. Вода обязательно, потому что welcome to India. Пахнет кислотой какой-то маринадом каким-то. Не вкусно вообще ни разу. Вот это? Ага. А это нужно есть, потому что с желтым рисом вот этим. У тебя такого нет. Это очень кислое. Очень кисло. Поэтому нужно сладкое. Это очень терпкое. Да. Это вообще манго не чувствуется, чувствуется. Манго вообще нет. Как будто это уксусные огурцы. Такие же по вкусу, по консистенции, по хрусткости, не знаю, как это назвать. Но это... Нет, спасибо. Но больше всего умиляет, что люди едят и даже глазами не моргают. Даже не щурятся. Что с ними не так? Что с их ртом? Добрый вечер, в общем.
Hello, go Zabuga. Забери меня отсюда, пожалуйста, я не хочу здесь больше гулять. Здесь интересно, О, некрасиво. в нашей команде, Некрасиво и в нашей невкусно. команде есть Пожалуйста. ломоть просто. Пожалуйста, давай отсюда побыстрее. У нас есть слабаки в команде. Знакомьтесь, это Даня. Он в этой поездке отвечал за щепетильность, брезгливость и нытье по поводу шума и грязи. Короче, озвучивал все то, что у меня было и так на уме, но я сдерживался. Но мы ради контента это я, идем на это все. я. Снимаем все, сделаем все. Не хочу больше. Ну видите, какое расслабленное дитятка. Ему подавай. Тут ему даже пузырики вот дуют, а ему ничего не нравится. Никакого праздника. Никакого. Мне страшно, что меня кто-нибудь укусит, и я заболею СПИДом. Показать вам самый шумный, кишащий людьми район, это я сделал намеренно. Просто те, кто летали исключительно в вылизанной Гоа, даже представить себе не могут, что Индия на самом деле куда более противоречивая. По моим личным ощущениям, Гоа это лишь 30% от настоящей Индии. Я был и там, везде были свои приколюхи. Да, вайб Гоа немного другой, мягко говоря. Тут тоже много грязи, нищих, но как-то в обертке из океана, пляжей и солнца в этих местах будто бы более щадящего, все минусы чуток сглаживаются, и ты включаешь некое тоннельное зрение. Просто рассекаешь на мопеде среди пальм и обезьян. Кайфуешь, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Этому, наверное, со временем учишься у местных, которые всегда улыбаются. Поразительно, вопреки всем бытовым трудностям. Go Zabuga. Hello, go, Забугор. Смотрите этот канал и подписывайтесь. Hello, Russia. No, it's Индия, привет, я Индия, Кумар. Заходи в Индию, покушать, меня кафе вкусно обязательно. От души, душевной души, ребят, базара нет. Brother, everyone, I am feel very happy to meet my friend. He is very nice person. But the Добрый день, everyone. Я очень счастлив познакомиться с крутыми ребятами из России. Они very nice пацан. Крутой пацан. Всех обнял. Вот что это? Смирение, слепое счастье маргинала или какое-то просветленное индуистское глубокое понимание жизни, где нет тяги к богатству и достатку? Честно говоря, я даже не знаю. А вы что думаете? Ой, давайте выдохнем от всей жести. Да, Индия — это некий боксер-тяжеловес, который одним ударом выбивает из приезжего всю почву из-под ног. Будто проверяет, выдержишь ли ты культурно-бытовой шок или нет. Гоа существует немного в других координатах. В масштабах Индии это кроха, самый мелкий из 28 штатов. Если все население этой страны, мать божья, почти 1,5 триллиона, а столицы Дели около 30 миллионов, то на всей территории Гоа примерно 1,5 ляма. Да, приезжие немного увеличивают здесь движуху. В эту бывшую португальскую колонию едут за ретрит-тусовками и просто чиллаутом на берегу потрясающего океана. Очень хорошо. Класс. Вода, молочко просто. Найс. Пляжи диковатые, будем честными, мусор, коровы, собаки — все это плавно перекочевало из Дели. Хотя некоторые локации могут порадовать хорошим песочком и неплохими заведениями. Подробнее об этом чуть позже. Надо сказать, что слетается за просветлением в этот штат весь мир. Я не шучу, немцы, израильтяне, англичане, финны, испанцы, кого мы только не встречали. Ну и уж чего-чего, а наших соотечественников тут тоже даже... Где бы ты ни был, за сколько тысяч, сотен километров не находился от Россиюшки, русский след никуда не девается, а уж тем более на Гоа. В Гоа, извините. Где очень много наших соотечественников. И вот один из намеков на это. Армейцы Москвы. Что они сделают, зачем это было написано, я не знаю. Вряд ли футбольный клуб Гоа принимал здесь товарищеский матч с командой ЦСКА. Вряд ли. Кто-то просто решил отметиться, что здесь был Вася, здесь был ЦСКА. Привет всем москвичам.
Больше всего русскоязычных, понаехавших на севере. Районы Арамболь, Мандрем или Морджим. А в местных ТГ-каналах собираются десятки тысяч человек. Думаю, раньше к фрилансерам тут относились на порядок хуже. Мою знакомую еще 15 лет назад долго мурыжили на паспортном контроле в Дабалиме, потому что она не указала точное место работы. Да ей нечего было тогда указывать. Видимо, местные боялись, что многие понаостаются. Но со временем, похоже, потеплели и поняли, что свободные приезжие приносят немалые деньги в индийскую казну. Платят за жилье, покупают продукты, арендуют байки, работают в локал-сегменте в конечном счете. И теперь у фрилансеров никаких проблем. Дочку мою пропустили около года назад, она молодая, одна, делает удаленно сайты всякие, и никого теперь не пугает, что она может тут корни пустить. По духу, вайбу и чисто территориально Гоа делится на две самодостаточные части – север и юг, где начинается одно и заканчивается другое. Вопрос спорный, примерный водораздел – это один из двух воздушных хабов – аэропорт Дабалим. Север про тусовки, более шумный и демократичный отдых. Хочешь – живешь в простейшем бунгало или гестхаусе за 1000 рублей в сутки, а то и еще дешевле. Хочешь – в доме или отеле, как это сделали мы, за 3-4 тысячи ночь. Кстати, зацените разрывной вид из окна, который был у нас. Итак, давайте небольшой рум-тур. Один из типичных номеров в Гоа. Север Гоа. Вот такая гардеробная, типа гардеробная. Главный минус: здесь не хватает крючков вообще что-либо повесить, поэтому используем для этого дверцы. 2 спальных места. Сразу же говорю о том, что эта история стоит около 2000 рупий в ночь. На наши деньги примерно 1 к 1, ну может быть 2200 за 2 человек. Мне кажется, вполне достойно. Есть вентилятор, отдельно раздувалово, назовем это так. Плазменный телевизор. Душевой кабинки нету, вот такая вот общая история. Туалет, душ, горячая вода есть. Тоже важный момент, который нужно уточнять. Но самый главный кайф – это, конечно, вид. Сейчас немного пасмурно, но вот там дальше находится очаровательнейший Индийский океан. А еще имеется территория с бассейном, которым могут пользоваться 24/7 все желающие. Еще раз, сумма 2000 рупий за ночь. Это считается нормально. А на юге более респектабельный, дорогой, лучше обустроенный отдых. Тут, откровенно говоря, молодняку делать особенно нечего. Бары, кафе, клубы на пляже – это вся радость в основном на севере. Вот так выглядит ночная тусовка, но самое веселое, что даже местное божество решило затусить. Просто замечательно. Hello, go, Jabugo. Южные локации существуют в режиме санатория. Именно поэтому здесь чаще отдыхают богатые европейцы целыми семьями или же, собственно, состоятельные индийцы. Жилье подороже, уже 5-6, а то и 10 за ночь, но зато более чистые и обустроенные пляжи. Но объединяет и север, и юг это сочетание европейской архитектуры, опять-таки привет Португалия и Британия, с сочной южной природой. Такой микс бросается в глаза повсеместно. И вот жуешь такое сочное манго, слава богу, уже не маринованное, ловишь брызги Индийского океана, по-детски щуришься от мягкого солнышка. Рядом католический храм, утопающий в пальмах. Просишь у официанта еще чашечку душистого чая масала и понимаешь, кайф существует. Так, с чего расслабились? Я вообще-то хотел вам жесть показать, контрасты. Отдохнули и хватит. Давайте поделюсь еще с вами местными бытовыми приколами. Автомобильное движение. Уж сколько мемов, легенд наплодил легендарный индийский трафик на дорогах. И дело
Дело далеко не в том, что движение левостороннее и машин уйма, а в поведении автомобилистов на дороге. Полная непредсказуемость, дичь и отсутствие каких-либо правил и ориентиров. Не подрезал, не выехал навстречку, как говорится, не мужик. Можно сколько угодно слушать истории, смотреть видео про то, какое удивительное в Индии автомобильное движение, дорожное движение. Но поверьте, пока вы не окажетесь в моменте в этой ситуации внутри, вы нифига ничего не понимаете. Вот сейчас, катаясь на тук-туке по центру города, прям в вечерний час пик, я понимаю, что это просто одище. Соблюдение дистанции и габаритов – это вопрос скорее риторический в Индии. Здесь каждый пролезает как может и как хочет. Междурядье – наше все. Симбиоз в Индии. Дастер автомобиль, но вы посмотрите диски, Скудерия Феррари. Ай-яй-яй-яй-яй, какая красота. Это конкурент Мерседесу GL, GLS. Это машина-конкурент Range Rover, Land Cruiser 200. Принцип Домодедово за 300, если дорогу покажешь, никуда не исчезает, даже если ты находишься в 1000 километрах от Россиюшки-матушки. Ты просто берешь, кладешь свой телефон, ставишь... Забиваешь сам адрес, показываешь, куда ехать, и прелестно. Местный транспорт тоже достоин отдельного внимания. В основном это старенькие Сузуки или Некси, или вообще нечто странное индийское. Чикен карри масала, Чикен блядь. карри масала, всем ама хасала. Мы едем до нашего отеля. Самое главное, это прекрасный кэб, который здесь с полиэтиленчиком в стиле сериала Декстера. Я не знаю, куда мы едем. Да. А еще прекрасные современные системы вентилирования вот здесь, которые продаются просто в любом магазине, я не знаю, за 200 рублей в фикс-прайсе. Ну, поехали. Ну и куда без тук-туков? Они могут быть, кстати, бензиновые и электрические. Зелено-желтая раскраска – это классика. В среднем такой бюджетный транспорт стоит 800-900 тысяч наших рублей. Разгоняется подобный вжик до 50-60 км в час. Ремонтируется методом телевизора «Витязь». Пару затрещин, ударов с локтя и заработало. Чаще всего водители тук-туков — это прям низшая прослойка. Не забываем про кастовое разделение в Индии. Но иногда попадаются очень приятные и опрятные товарищи, как вот этот Амин. Окей, let's go. Hello Russia. Hello everyone. Привет, Россия! Привет всем подписчикам Go the Бугор! У меня есть аккаунты в соцсетях, если вам интересно. Это мой тук-тук. Это мой тук-тук. Эй, что за фигня? В чем дело? Не видишь, мы тут снимаем. Once again, that's okay. Так, на чем остановились? Вот мой тук-тук. Он к вашим услугам. Будете, если в Дели, то я проведу для вас замечательную экскурсию по всем крутым местам города. Помогу даже с бронированием отелей или организацией других поездок. Не проблема, пишите. Ссылочка на мой аккаунт ниже. А вот как вам такой чистюлькин? Чтобы лучше ехалось, надо в ушки обязательно почистить. Замечательно. Ага. А то мало ли вспышку справа не услышит. Все, мы готовы ехать дальше. Хотя, знаете, надо бы их и похвалить. Повелители тук-туков — ребята крайне доброжелательные и старательные. Жаль, не всегда их усилия можно оценить по достоинству. Нет ничего прекраснее, когда нам что-то объясняют и на вот этом, на хинглише что-то нам показывает, с ментов показывает, очень радуется тому, что объясняет нам, экскурсию проводит. Единственная беда в том, что ни хрена непонятно, что нам объясняет. И остается только угукать и продолжать ехать с улыбкой. В принципе, куда нас везут, тоже непонятно. Не знаю, 100 рублей мы заплатили. Чисто за ветерок. Просто катайтесь с ветерком. Ветерок сейчас очень нужен. 34 градуса, душно. Чешем потихонечку. О, смотри.
Да. Ага, да. Что-то интересное затирает. Ну ладно, родной, продолжай. Интересная экскурсия. Но угрозу стоит ждать на дороге не только от местных homo sapiens'ов. Опять-таки в Гоа, да в принципе везде за городом можно ожидать приколюху от обезьян, собак, коров, которые занимаются своими делами, забив на всех остальных. И не дай бог ты захочешь что-то с ними сделать. Это дело в прямом смысле подсудное. Животные тут священные, все, а уж коровы особенно. При этом, в принципе, жители Индии оставляют крайне приятное впечатление. Несмотря на бедноту, грязь, перенаселенность, они в большинстве своем опрятные, чистые, вечно подметают свои даже самые прогнившие хибары, улыбаются довольные, что-то моют, стирают сознанием дела. Только вот наиболее маргинальные слои делают это в грязных местных речках. Это программа «Тай телекипячения». Люди стирают и моют как только могут. Ну и что касается чистоты воды, тут не может быть двух мнений. Вода очень чистая, кристальная, как слеза младенца. И я считаю, что даже без моющихся средств здесь можно все отмыть. А еще выносит мозг, как индийцы пристально изучают всех приезжих. Хотят пожать тебе руку, спросить, как дела. Если стесняются, то встанут истуканами рядом и будут подслушивать неизвестную им ранее заморскую речь, делая вид, что они вообще тут делами занимаются, просто встали случайно. Ну и куда без фотосессий. Ну и где бы ты ни был, тебя обязательно попросят фотографироваться. Я не шарю за эту тему, но вроде как говорят, что белый человек, уж простите, в этом нет никакого расизма, это какой-то обратный уже расизм. Ты здесь, будучи белым человеком, а я максимально белокожий, ты становишься главным экспонатом. И поэтому просто просят фотографироваться на счастье. Ну окей, если для них это будет счастье, ради бога. Но для меня это уже не счастье делать по 3000 фотографий, ладно. 2-3 раза, да даже 10 раз спустя ты воспринимаешь это как данность. Ну интересно им, смирись. Но когда это повторяется чуть ли не каждые минут 10-15, силы и ангельское принятие ситуации сходят на нет. Начинается. Чтобы вы понимали, первый раз с нами захотели сфоткаться с белым человеком, почему бы и нет, замечательно. А сколько раз с вами фоткались просто потому, что вы определенной национальности. Пользуйтесь. Вот желающий сфотографировать, замечательно. А вот встает еще один семейное фото. Чтобы вы не подумали, что это я такой вот сноб. Просто представьте, типичная ситуация. Жара под 40. Вы в теньке прячетесь от пекла, отдыхаете от всего и ото всех. И вдруг вас обступает орава местных и без здрасте, до свидания берет под руки и начинает фоткаться. Вот таких тоже много. Ну, что поделать, правильно? В каком количестве аккаунтов в Нельзяграме я после этой поездки оказался среди снимков? Вопрос, похоже, риторический. Но выбесило это меня точно порядком. Ай, знаете, давайте немного выдохнем. И так тьма информации. И еще столько же всего интересного в запасе. Как мы на странных местных поездах добирались до Тадж-Махала. Как подвозили собак до деревень в Гоа. Ситуация сос, как говорится в прекрасной песне. Ты знаешь, на какую остановку тебе выходить, Влад? Попадали в жуткие тропические ливни, искали скрытые пляжи, о которых не знают даже местные. Как нас чуть не накрыло градом петард во время религиозного сумасшедшего нашествия. И многое-многое другое. Продолжение в следующей части. Не пропустите. Hello to Russia. Okay, thank you.